Сегодня будет такое, мне кажется, приятное занятие для всех парней. Да, хотя и девушки тоже, все любят эстетику. То есть мы будем смотреть на симпатичных девушек, как они идут, и я вам буду показывать аспекты различные. А почему тут так? А почему она выглядит так? А почему она идет так? Будем пытаться провести параллель между инстинктом сексуальности. Давайте начнем, а там уже разберемся. Поехали, поехали. Согласитесь, друзья, что как минимум на это приятно смотреть, и как минимум уже похрен, что он говорит, картинка офигенная. Вот, на самом деле, смотрите, то есть вот как раз к этой девушке у меня вопросов практически нет. Она близка к тому, что хотелось бы видеть в плане, смотрите, да? То есть посмотрите, как она плавно, насколько у нее плавно гуляют бедра, насколько эти бедра широкие, мощные. Вот посмотрите, внимательно, внимательно. Оп, оп, они прям плавно переходят одно в другое, видите? То есть это движение не куцая, а движение как будто бы она вот так вот полуосью. Посмотрите, как она визуально с точки зрения лица, насколько мощно, властно, сексуально. Вы увидите потом, что далеко не все так могут. Смотрите, видите, как она идет? В порядке в каком. И она идет поэтому как раз таки первой, потому что она открывает, она лицо, вот я не знаю чего это, выставки, это как она называется правильно, она первая, то есть она открывает это все, потому что она самый мощный. Это как Месси в футболе, вот она среди модельного вот этого бизнеса. Вот, смотрим еще раз. Посмотрите, насколько гармонично у нее отношение бедер, отношение верхней половины туловища, насколько все, ну вот как надо, как вот в греческих статуях. То есть практически идеально во всех смыслах. Супер. Вот, тут уже, если честно, если посмотреть, уже есть вопросы. Потому что, смотрите, то есть она относится, эта девушка относится к афроамериканкам. То есть, соответственно, у нее вообще таз должен быть широкий, даже шире, чем у европейской расы. Но при этом плечи у нее, вы видите, они шире, чем таз. И если присмотритесь, то груди практически у этой девушки нет, при том, что сама она очень массивная такая, да, крупненькая, хорошая, и поэтому грудь у нее должна быть тоже вполне в порядке. Но вот отсутствие ширины бедер и отсутствие груди как раз показывает нам психологические травмы на инстинкте сексуальности, и вообще, сейчас вот объясню, откуда это дальше берется. Я думаю, две девушки пока что нам хватит. Я вам сейчас разъясню, откуда и почему так. То есть мы же не просто так смотрим на красоту. У этого всего есть конкретная причина, почему одна девушка такая, другая такая. Почему у нее нету груди, почему у нее обрезанные бедра и все остальное. Вот разгадка, вот вообще вот эта вот картинка, это разгадка всего. Вот этот кокон, который вы видите, эту прозрачную пленку, видите? У человека есть мышцы. Нахрен эту картинку. Сейчас мы прям запустим конкретную анатомическую программку, и вы все прям наглядненько будем сейчас смотреть. Давайте, поехали. Все вот мышцы запустим сразу. Вот. Вот так бы мы выглядели, если бы у нас не было бы фасции, то есть этого прозрачного кокона. Но у нас есть эта пленка, которая нас покрывает, видите? И эта пленка, она идет поверх мышц. Она нас покрывает сверху. Вы эту пленку могли видеть, когда животное разделываешь, там какую-то свининку, да, и вот эта белая такая липкая пленка, которую хер оторвешь. И вот эта пленка, она как будто мешает всем, да, ее пытаются оторвать и выкинуть. Это фасция, то есть она и задает форму нашему телу. То есть, видите, она нас обтягивает как упаковка обтягивает товар. То есть все, как ты выглядишь, какие у тебя будут ширина, объем, подтянутость, эстетика, красота, все это зависит от того, в каком состоянии и натяжении будет эта пленка. А вот теперь смотрите, то есть вот эта фасция, она является отражением вашей нервной системы в физическом теле. Объясняю, что это значит. Это значит, что когда что-то происходит, допустим, какой-то взрыв вы услышали на улице, бац, и вы не успели даже придать этому значение в голове,
То есть автоматически вы бац и сложились, как бы автоматические рефлексы вашего тела заставили вас принять какую-то позу. Вот как это происходит, кто этим оркестром руководит? Вот как раз вот эта пленка. То есть в ней более 80% всех нервных окончаний наших. И, соответственно, она наши мышцы так или иначе может управлять ими, группировать. То есть нервная система наша вот здесь, вот находится вот в этой пленке. И получается, что есть тонкокожие люди. Это такие люди, у которых очень повышенная чувствительность. То есть они по природе своей, у них как талант. Вот есть люди очень сильные физически, они могут там, не знаю, таскать бочки, лошадей там, да, перетаскивать с места на место. А есть тонкокожие люди, то есть они все четко чувствуют, у них эмпатия, они этому миру нужны, потому что они вот эти вот творческие, чувственные и так далее. И вот эта чувственность на уровне психики, она заключается в том, что на уровне физики вот этот кокон у них фасциальный, вот эта прозрачная пленка, она более, знаете, как более такая очень откликающаяся, то есть она очень подвижная. К примеру, когда я работаю на сеансах и толстокожий человек, я эту пленку практически нащупать не могу, то есть я подключаюсь, а ничего практически не меняется. Но если тонкокожий человек, то я могу подключиться к этой пленке, и она прям у меня вот на уровне всего, я прям чувствую, как я с ней соприкасаюсь, подключаюсь, я могу лепить человека. То есть тонкокожие люди этим обладают, вот этим специфическим качеством фасции. И, кстати, эти знания, кроме меня, никто не знает, то есть они даже не открыты, люди даже не понимают, что существуют некие тонкокожие и толстокожие, что их различие заключается именно в этом. А это принципиальная разница. Вот сейчас вот я вам объясню, в чем эта разница заключается. В том, что тонкокожие, они чувствительны до стресса и до всего. У них психика очень тонко настроена, как у тонкого инструмента. И получается, когда тонкокожего человека засовывают в толстокожую среду, чаще всего это бывает как? Тонкокожий чувственный человек и толстокожие родители. И родители не понимают, так как им не дано, у них они другие. И они чувствуют, как любой человек, весь мир через себя. И они давят этого тонкокожего человека. А тонкокожий человек живет в стрессе. И в результате у него вот эта вот пленка, она как бы сжимается. То есть вот в ответ на стресс, на давление, на прессинг, на непонимание, на несчастье, на какое-то горе, она сжимается. А когда ребенок живет постоянно в некотором непонимании себя, то эта пленка прям прилипает, вот в груди прилипает, в животе, в бедрах и так далее. А получается, смотрите, вот наше тело, оно как этажами идет. Вот грудь, вот живот, вот сексуальная сфера. То есть каждый из этих этажей, оно отвечает за определенные жизненные чувства, жизненные качества, социальные качества и так далее. И получается, что когда оно залипает в определенных местах, то, например, залипло у тебя по причине там боли душевной, вот она прям здесь и залипнет. И когда она залипнет вот здесь, то получается здесь перестанет расти грудь. Потому что грудь это не что иное, как также самые определенные процессы, кровообращения и так далее, да. То есть когда оно пережимает эта пленка, то нет должного доступа у нервной системы к этому кусочку тела твоего. И получается, что ты получаешь психологический удар, психологическую травму у девушек. И они застревают в развитии. То есть это не боженька тебе не дал грудь, это не генетика у тебя такая. Генетика, она, конечно, есть с точки зрения того, что, например, есть женщины с 5 размером, а есть женщины максимально со 2 размером. Но нету женщин без груди, понимаешь? Нету женщин с полразмером. Это все является следствием психологических травм. Я называю это клеммы. То есть клеммы это вот когда эта пленка по причине психологической боли прилипает к твоему телу, прилипает к мышцам, перекрывает доступ к кровообращению и ко всем нужным необходимым процессам. Вот она связь психики и связь тела. И то же самое происходит и здесь. То есть то же самое, такая же история. Наше тело, вот оно, один этаж, другой этаж, третий этаж. То есть, соответственно, если у тебя нету бедер или они куцые, обрубленные, вот тут пленка залипнет, да, по причине там воспитания жесткого сексуального, изнасилования, неудачного опыта, вообще такого воспитания с точки зрения того, что секс это плохо и так далее, оно начнет залипать здесь, на уровне вот этого этажа. И получается, она будет вызывать все проблемы, связанные по женскому. То есть любые воспаления яичников, любая функциональная бесплодность, то есть какие-то, тут же еще вот мышцы, да, находятся мышцы и находятся суставы, то есть артрит, и все это является следствием блокировок в сексуальной сфере, вот и все, то есть вот она психика с физикой как слипается в один комок. А вот теперь, когда вы знаете всю эту информацию, смотрим еще раз смотрим на этих девушек, красавиц.
Запомните теперь вот эту вот блондиночку, да? И смотрите теперь уже вот эту афроамериканочку. То есть видите, что у нее уже не так все без, как сказать, без, ну, есть за что зацепиться. То есть уже где-то чуть-чуть тут обрезано, где-то чуть-чуть, где-то тут немножко. А я еще вижу такие тонкие вещи, которые вы не видите. То есть, например, я вижу, что вот у нее область вот этого живота, это один сплошной зажим. То есть у нее вот практически ребра, диафрагма никак не выглядят друг с другом. То есть я не вижу их, я не вижу. То есть я вижу просто одно вот, я называю это гусеница, когда слиплось тело и когда нету разницы перехода между частями тела. То есть мы видим просто вот сплошное, да, а должна быть разница, должно быть разделение на таз, на вот как бы диафрагму, грудную клетку и так далее. У нее это все подслиплось. То есть если бы ее вот здесь начать работать, она бы, ох, как плакала, сколько бы у нее выходило боли, очищения и всего остального. Но видно, что она достаточно как сильная, как личность, поэтому когда вот может она, несмотря на все, плюс она уже научилась, это часть ее профессии и так далее, то есть она может не подавать виду того, что ей это тяжело. Но если первой реально было как бы легко, она прям кайфовала, то я вижу, что вот эта вот афроамериканочка, ей чуть-чуть тяжело, просто она умеет идеально войти вот в это все состояние, типа я как надо. Вот, смотрите, да? Видите? Наверное, уже сами видите. Такое ощущение, что еще сделает 2 шага и упадет. Вот посмотрите, реально. Вот здесь, смотрите. Видите, как... Ну, то есть, реально тело заваливается, тело жестко перекатывается. То есть, они не так, как у первой полукругом плывут вот такими вот движениями, а они очень жестко. Как будто бы сейчас споткнется и упадет. При этом, смотрите, вот тоже, видите, грудь? Вот если присмотреться к груди, вот. Она, во-первых, смотрите, какая широкая, широкий таз, насколько, да, у женщины. И посмотрите, какая, как бы вот сжатая грудная клетка. Непропорционально, видно же, да, что большой таз, и клетка зажата, то есть вот именно вот эти вот, смотрите, вообще дышать практически невозможно, как будто она в корсете. И грудная клетка, вот они, ребрами, вот здесь, вот здесь, вот здесь, то есть оно прям видно, как... Вот они, вот косточки прям. То есть здесь должно быть более все однородно, более вот как на ногах. Видите, мясо и мясо. Вот точно так же должно быть и здесь. Но здесь мы видим как бы такую, как прям реберную клетку, потому что здесь психотравмы залипли, а там, где залипает вот этот фасция, то не может расти там ткань. То есть оно идет по двум сценариям. Либо, если залипает, например, очень часто вот где-то вот здесь, в этой области, то начинает откладываться туда целлюлит. Потому что целлюлит это как помойка человеческого организма, это как урна, куда скидываются все шлаки, токсины, все какие-то вещества, которые ты там, не знаю, лекарства выпил, они наносят вред организму, организм их пакует и убирает подальше от жизненно важных органов, то есть от сердца, от головного мозга и так далее. Не жизненно важные наши части тела, это получается вот руки и ноги. Именно поэтому они как бы туда и откладываются. Хотя кто-то бы предпочел в какие-то другие части добавить. Но здесь смысл в том, что обезопасить жизненно важные органы от ущерба. И получается, смотрите, здесь оно обычно в виде целлюлита проявляется, а вот на груди обычно вот как будто нехватка. То есть либо груди вообще не будет, либо очень сильно падает размер, либо даже иногда вот она может частично, например, нижняя часть груди сохранится, верхняя нет. Это все тоже зависит от определенных процессов, от определенных психологических моментов. Я эту всю карту тела полностью как вывел, и я обладаю, допустим, смотря на человека, я могу говорить, что с ним не то, примерно предположить, какая ситуация могла вызвать это и так далее, и так далее. То есть мы сейчас не будем вот все эти ключики раскрывать, мы просто, я вам хочу дать общее понимание того, как это работает, что вот у нее здесь широко, а здесь мало, что здесь вот они косточки, костяшки идут, да, что груди не хватает на эту крупную большую девочку, то есть у нее, что она в большом стрессе, что вот у нее грудная клетка пережата, особенно вот здесь, на уровне вот сверху, то есть явно нехватка, то есть очень маленькая вот здесь плоскость, ей, соответственно, живется тяжело, ей дышится тяжело, она в стрессе, она как бы в раздражительности. Соответственно, она будет там склонна к тому, чтобы курить сигареты, потому что, допустим, курение сигарет, это что, для чего это делается? Это как некое успокоение, как медитация. То есть он курит сигарету для того, чтобы ты затянулся,
вытянулся, да, то есть это как некоторая гимнастика, пусть и вредная, но организм всегда делает по принципу из двух зол выбирает меньшее, то есть он пытается как-то выйти из этой сложившейся ситуации, поэтому именно человек до того, как не снял зажимы, он может хотеть курить очень сильно и не мочь бросить, после того, как снял зажимы, он просто теряет саму смысл, то есть нервная система говорит, я больше не хочу курить, и люди просто перестают легко и просто это делать. Также алкоголь, естественно алкоголь, потому что алкоголь это транквилизатор, то есть это сначала оно расслабляет, потом оно наоборот на похмелье перевозбуждает. Но пока вот тебе плохо, ты припил чуть-чуть и пошло расслабление, и ты выпил и хорошо, и вот он здесь и сейчас замедлился. То есть ведь это для чего все делают люди? По этой же самой причине, потому что пережимает, потому что вот грудная клетка, потому что все это здесь. Если бы этот кокон отодрать, то мгновенно стало бы легко держать спину, стало бы по-другому восприниматься мир, краски, эмоции, потому что грудной этот отдел, грудной сектор, он помимо того, что отвечает за вот грудную клетку, за дыхание, за раздражительность, тревожность и так далее, оно еще отвечает как бы за радость жизни. И когда вот здесь тебе открывают, то ты просто идешь по улице, и такое ощущение, что город вокруг это не мертвая декорация, что ты просто идешь, а вокруг непонятно что, а ты реально идешь, и вот как участник этого всего, как будто все живое вокруг. То есть люди, когда теряют вот здесь связь с этим, то для них жизнь превращается как серые краски, они как не ощущают этой жизни. И вообще здесь грудь, здесь связь с собой, со своей интуицией, это настолько важно. Здесь чакра, ну, я вообще эти как бы не люблю все индусские эти все моменты, но чакра это на самом деле не что иное, как у меня есть и в книге, и в роликах, что это просто сплетение нервных окончаний. То есть если вдуматься, то все, что касается вот типа эзотерики, мистики и так далее, это просто обычная наука, либо квантовая наука, либо часть анатомии, либо часть каких-то законов и правил, которые мы еще не открыли и не понимаем. Но не путайте понятия эзотерика и шизотерика. Вот когда ты лежишь там в воде и говоришь, я уже 10-й день подряд смотрю на циферблат, а там 3 часа 33 минуты, я просыпаюсь, или вот я посмотрела на руку, а там голубое сияние, задумалась на секунду, и вся жизнь пронеслась, и я поняла, что все, это выход в 5-е измерение, и теперь у меня все вот так. То есть, понимаете, это шизотерика, это уход от реальности. Но я предпочитаю даже и не то, ни другое, а наш реальный гражданский новый взгляд 21 века, который называется «Другой взгляд на человека». Когда я смотрю, вот девушка, да, я смотрю и могу про нее рассказать очень много. А если ты меня еще подпустишь к ней, чтобы ее починить, она как охренеет, у нее просто жизнь перевернется, как психическая, так и физическая. И спрашивается тогда, а зачем? Зачем мы будем это игнорировать? Зачем мы будем сидеть, не знаю, в позе лотоса, медитировать 3 года? Если я могу снять оторвать этот кокон, и она почувствует как самую прокачанную в мире чакру. То есть, когда вы хотите открыть чакру, то что вы делаете? Вы сидите и направляете внимание в эту область. И, соответственно, где внимание, там биоэнергетика. То есть вы разгоняете эту машину, разгоняете. Но единственная причина, почему вы не чувствуете в должной мере свою чакру, это не потому, что она закрыта, а потому что, получается, в этом месте идет зажим. И как бы как саркофаг, как крышка сверху. И то есть вы раскачиваете энергетику, а она не может выйти, потому что здесь ее обтянуло. Но как только ты убираешь вот эту крышку, обтянула, то твоя чакра, она все нормально функционирует и дает нормальную энергетику. Она как вырывается. И ты просто как будто ходишь, как знаете, как фонтан, от тебя аж брызжет, люди аж на тебя смотрят. Вот так это все происходит. То есть ты харизматичный, жирный, жирный, я имею в виду в переносном смысле. То есть тебя хочется аж трогать, щупать. Ты привлекаешь внимание, затягиваешь. И вот так оно работает, ребят, так. Видите, как ее ведет в сторону, то есть проблематика, есть, так как я говорил, что у нее проблематика, помните, я вам сказал, что оно на груди в виде слишком худобы, а здесь чересчур, наоборот, как бы как целлюлит и так далее. И видите, вот у нее есть излишек, который ты можешь ходить в зал, пытаться от него избавиться, но не так уж оно и будет поддаваться. То есть, получается, ты будешь прокачивать те части тела, где у тебя все окей, а где проблема, там и будет проблема. Потому что у твоей нервной системы нет доступа к этому месту, потому что пережала. Потому что такое нервная система? Это как бы нервное окончание по всему твоему телу. И база, она в голове. Она дает сигнал. Так, а ну-ка,
давайте за жопой ухаживать, давайте сделаем так, чтобы убрать отсюда целлюлит. Сигнал такой пошел, вот он идет, а здесь его пережало. И все, и до свидания сигнал. Не может дотянуться сюда, потому что здесь анархия, здесь независимость, здесь что хотим, то и делаем. Потому что нету связи как бы прямой в должной мере между вот здесь и вот здесь. И все, сигнал такой обратно. Ой, извините, мы не можем дойти. И возвращается сюда. Вот примерно, ну, это понятно, что я вам утрирую и даю очень все упрощенную картину. Но вы должны понимать, почему. Как только здесь убираешь зажимы, опять у головного мозга, у всего есть доступ к этой части. И оно, блин, преобразует, уберет этот целлюлит и уберет эти формы лишние. Само, даже практически спортом не надо. Просто там ходишь по улице, обычная твоя активность и все окей. Это очень важно, друзья, очень. Это другой взгляд на человека. Смотрите с этого нового ракурса. Это 21 век, думаю. Дальше. Заметьте, да? Вот эта девочка пытается исполнить как первая. То есть, типа, я тоже плаваю, я тоже все окей, все сильно. Но она не тащит, у нее не получается. Она на минималках. Она вот та девушка первая, но на минималках. То есть, возможно, она не такой еще ас в этой сфере. То есть, понятно, что первая, мне кажется, вообще тигрица конкретная. Она уже прожженная в этом модельном бизнесе. Это, наверное, помоложе, еще не имеет должного опыта. Но вот она пытается создать вид, что я все делаю на оптималках, я мощная, все, мне так легко. Но на самом деле я чувствую, я вижу вот это как бы некоторое такое чуть напряжение и попытку сделать вид, что у меня все очень легко и очень круто. Видите, вот, присмотритесь к движению тела. То есть они не по-настоящему сексуально плывут, а она делает вид, что они плывут сексуально. При том, что у нее реально не так все плохо здесь, но у нее плохо вот здесь. То есть посмотрите, вот если закройте сейчас руками выше груди и закройте ниже бедра. И вот оставьте вот эту вот область талии. И вы что, хотите сказать, что это область талии взрослого человека? Это же область талии ребеночка. 14-летнего максимум человека. То есть она вот здесь... Очень мало, очень тонко, очень зажато вот здесь. Это не должно быть так. Это чересчур мало. Тем более для ее формы и так далее. А здесь уже пошла тяжелая артиллерия. Вот так вот уже начинаем мы видеть зажимненьких людей. Вот посмотрите прямо. Движения ломаные. Маленький таз обкуцанный. Видите, как... заметьте, как она перекладывает движение. То есть она просто роняет одну сторону, роняет другую. Смотрите. Раз, два. Раз, два. То есть она пытается просто ронять эти бедра. Она не может создать им круглую, вот эту вот полукруглую форму. Она просто их кидает. Чик-чик. Потому что вот здесь у нее, видите, даже впало. Вот здесь впало. Нету должного. И так же самое здесь, как я говорил, весь живот практически сплошной зажим. Нет перехода под область личности, переход под реберную клетку, под диафрагму, ничего этого нету. То есть, как плечи могут быть вот так вот шире, такой узкий таз, это как будто по мужскому типу. А не бывает такой истории. Оп. И не знает, куда себя деть. Чик-чик-чик. И не получается. Ну, тут уже тети пошли. Это, видать, ну, как, чтобы показать, что... Ну, как, ближе к гражданскому населению. Не все же такие модельные, да? То есть обычно на улице чаще, там, на пляже встретишь как раз таких обычных девушек. Ну, здесь ей вообще трудно и тяжело. Понятно, что она, как видите, как будто грузилами обвешана. То есть ее просто ведет в разные стороны. Что здесь столько лишнего. А почему лишнее? Вы уже должны знать ответ. Потому. Нет, ну реально, потому что здесь нету должной иннервации. Иннервация, это вот важно показать тоже. Сейчас вам покажу, что такое иннервация, чтобы мы разговаривали на одном языке. Вот, если мы все уберем и включим нервную систему. Вот она, нервная система. То есть, эта нервная система, мы можем даже убрать скелетик. Сам корсет, нафиг он нам нужен. Вот она. Видите, нервная система, она повторяет контуры всего нашего тела. Абсолютно. Вот она. Всего. И вот он головной мозг, вот он центральный этот кабель, и вот оно все тело, каждый пальчик, каждое движение. И вот эта паутина отвечает как за любое твое физическое движение, так и за любое твое психическое движение. Потому что каждая команда идет от
командочка пошла, и рефлексом где-то в теле проявляется. Если где-то зажим, то рефлекс будет неверный, и вместо, например, открытого самоощущения, ты будешь иметь там тревожное самоощущение. То есть это сбивается настройки. И получается вот здесь у нас паутина, да, вот здесь должен идти сигнал. Он идет, все хорошо, хорошо, хорошо. Но если мы будем смотреть сейчас мышцы наши, видите, хлоп, 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 хлоп. Они что делают? Они, вот эта вот желтая паутина, она как бы внутри находится. Они переплетаются как в одну котлетку. И когда вот эти вот мышцы становятся напряженные, они еще сверху вот этим обтягиваются. И когда вот это весь, все вместе, как один пирог слоеный слипается, начинает передавливать эти желтые проводки. А когда они передавлены, то, соответственно, все, не идет уже сигнал. А если не идет сигнал, то смотрите, что происходит. То есть помимо же этих проводков, есть ведь еще и вот такие проводки, лимфатические, то есть которые убирают грязь из нашего тела, да? А есть еще помимо этого вот артериальные, то есть красные проводки, по которым кровь идет. Видите, что это все одна паутинка, это как одни кабельки. И, соответственно, если где-то будет передавливать, пережимать, то будет не только проблема вот с этой иннервацией, то есть проблема с энергетикой тела, не только, но и проблема с кровообращением. А где будет проблема с кровообращением, там, соответственно, будет вот как у этой тети. Вот. Все, видите, потому что здесь, в этой области, понятно, что она там кушает неправильно, понятно, что есть свои проблемы, понятно, что она даже, наверное, не так уж и молода, с возрастом замедляются процессы автоматически, но вот эти все излишки, они находятся именно там, в определенных местах, не случайно, а потому что здесь идут зажимы. Убираешь зажимы, ее бы тело бы пришло в форму. Я вот сейчас вот покажу вам даже, не я, даже ученица моя, Ольга сделает вот человека за один раз. Вы даже подумаете, что так невозможно с точки зрения вообще, как это так, да? Как будто бы она, не знаю, 3 месяца в спортзале не вылазила. А это за один раз можно сделать благодаря работе вот с фасцией по моему методу. А вот точно такой же результат, как вы видите с точки зрения тела, вот точно такой же результат можно дать с точки зрения психики, то есть феноменальный, переворачивающий личность. Из разряда того, что, там, не знаю, у тебя все плохо с сексом, плохо с открытостью, с уверенностью в себе, то есть это как одна личность, личность А. Если ты прорабатываешь вот эти вот места, чук-чук-чук, все сделал, другая абсолютно личность. То есть та, которая должна была быть по природе своей, а не ту, которую задрессировал социум, там, психотравмами, болью и так далее, и так далее. То есть меняется человек не с точки зрения того, как пытаются ходите там на курсы, учите какие-то приемы, манипуляции. Нет, это как бы не про это. Я вообще разговоры какие-то не веду такие, не обучаю. Это просто идет правильный вот сигнал от сих до сих, и правильно тело функционирует, правильные рефлексы, и за счет этого человек возвращается в ту норму. Значит, понимаешь, что есть люди более открытые и более закрытые. То есть одни люди вот сексуальные, легкие, яркие, а другие, наоборот, даже сказать ничего не могут. Вот есть же, значит, между ними какая-то сильная разница? Есть, естественно. Потому что этот идет более напряженный, а тот менее напряженный, то есть расслабленный, легкий. И вот, соответственно, вот эта вот легкость напряжения, это и есть количество тех зажимов. То есть ты видишь, человек открытый, яркий, легкий, у него все так вот получается грамотно, как психически, так и физически. А человек, который напряжен, сгорбачен и так далее, у него проблемы, у него зажимы. Убираем зажимы, уходит психологическое вот это соответствие. Это одна веревочка, психическое и физическое это одна параллель. Ну и хватит. На такой, давайте еще, с чем мы будем так останавливаться на такой плохой ноте? Вот давайте на хорошей, на приятной ноте. Тем более, вот, видите, вы теперь уже видите, как эталон выглядит. Эталон не с точки зрения того, что мне нравится эта девушка, она даже не в моем вкусе, мне, например, больше брюнетки нравится. Я просто не могу не восхищаться, потому что я вижу я вижу гармонию, вижу, что ее вот как боженька слепил, так она примерно и представляет из себя. То есть вот что, о чем речь идет. То есть понятно, что есть все эти проблемы, понятно, что каждый человек по-любому, нету таких вот, поймите, нету беззажимных, нету людей, которые не пережили психотравмы, нету, это всегда так будет. Но все зависит от степени пропорции. То есть у кого-то это зажимы преобладают над личностью, и тогда он становится неуверенный и так далее, и так далее. И рядом с ним не прикольно, он визуально не цепляет. А есть наоборот, и тогда ты смотришь, и да, все круто, все классно.
Вот, друзья, такой интересный сегодня у нас получился момент, очень интересный. Во-первых, и эстетически приятно было взглянуть, и девушки красивые, и все так. Но помимо этого мы реально поработали с вами. Мы увидели соответствие. Давайте подведем итоги. Что мы сделали? Мы увидели, как наше тело функционирует. Мы увидели, что происходит, почему у одних попа больше, у других меньше, почему у одних грудь есть, у других нет, как работают эти психотравмы, что такое кокон, что такое иннервация. Мы все это увидели, как психика связана с телом, как целлюлит образуется, как наоборот вырезанные такие ломаные бедра, почему одни люди ходят вот такой походкой как надо, а другие почти что падают. То есть все, мы как бы начинаем перед вами, вот я перед вами прям открываю эту книгу и наглядно на живых людях самого высокого уровня показываю это. И я считаю, это немаловажно, потому что есть вот разговоры со звездами, а есть вот насмотренность. То есть поэтому, когда я иду по улице, вы не так видите эту реальность, как я. То есть я вижу ее, как будто расширенная реальность. Я иду, ага, у этого бац, здесь, ой, чувак, у тебя здесь проблема с коленом. Он даже сам не знает это, я уже вижу, потому что я знаю, как вижу уже этот перекос, как его шкандыбает, перекосы туда. Я смотрю, опа, плечо у него туда ушло, а здесь туда. Это потому, что у него бок и обида на мать. То есть, понимаете, как вот это все в одну секунду времени. И иногда даже мне приходится, не знаю, там, выпить бокал вина, чтобы просто остановиться и забыть, и типа, отвалите от меня все, дайте я просто побуду с собой, вот внутри себя и так далее, потому что все это видишь вокруг, потому что это как другой взгляд на человека, и у тебя вскрывается очень много дополнительных карт. Это подобно тому, как человек, который раньше курил сигарету, а теперь перестал курить сигареты, но он помнит, все прекрасно помнит, он помнит, какой вкус во рту дыма, как кашель, как вообще же такое желание курить, какая-то ломка. Он все это прекрасно помнит, и он видит это в других людях, если они хотят курить. Он примерно может представить, что сейчас чувствует тот человек, который затянулся, потому что он сам был в этой роли. И вот это именно я про это вам и говорю, что я был в этой роли, я знаю наизусть все. И плюс у меня уже просто годы опыта, у меня огромное количество уже руки просто чувствуют, знают наизусть, насквозь это все. Я знаю, как зажим в любой точке тела выглядит, какая разница и так далее. И поэтому я все вижу немножечко не так, как вы. Но вы можете уже потихоньку тоже начинать видеть по-другому, видеть закономерности. Выходите на улицу и смотрите, что, где, у кого как, почему у кого какие-то перекосы, как себя люди ведут, кто улыбается, кто нет, что происходит. И вот это все и будет собираться в одну мозаику, которую я называю «Другой взгляд на человека». Подробней о вот тех вещах, которые мы с вами сейчас говорили, чтобы это стало у вас единой, такой, знаете, как единой наукой, скажем так. Это лучше всего прочитать мою книгу «Другой взгляд на человека», которая вот только свеженькая написана. Это 2 года я над ней работал, друзья. 2 года я туда заложил просто все. И вот это, как, знаете, как вид сверху. Если вот сейчас мы с вами просто ходим по улице города, то как будто бы, знаете, взлететь как на дроне каком-то и посмотреть сверху все вот эти вот улочки, все это увидеть. Вот книга дает вот это вот ощущение масштаба, где ты видишь, что, как, с чем взаимосвязано и соединяется. Поэтому обязательно это сделайте. Смотрите, естественно, ролики на моем канале, в телеграм-группе. Я там часто, я там голосовыми, я с вами на связи, я поднимаю такие темы, которые я не могу поднять на ютубе из-за цензуры и так далее, и так далее. И закидывайте в комментариях, во-первых, нравится, нет, ну, естественно, нравится. А помимо этого еще говорите там, что вам, кого может разобрать, что хотите еще увидеть, какие проблемы. Будем как-то вместе кооперироваться, делать и строить все вместе. Все, будьте здоровы, друзья, берегите себя.